Итак, всем привет! Сегодняшнее видео хочу посвятить, показать тем, кто пытается сделать или в поиске там чего-то. Ну, короче, в поиске, как сделать ветрогенератор. Именно где взять двигатель или как его собрать и так далее. Генератор. Начинал я, наверное, как и все, со всяких моторчиков. И если вы уже этим увлекаетесь, знаете, что даже вот таким вот 3-вольтовым двигателем можно зажечь светодиод. И, короче, путем экспериментов, так это убираю, короче, чтобы не мешало. Путем экспериментов, ну, пробовал, короче, разные двигатели. То есть брал больше двигатель, также 12-вольтовый уже. Он дает больше тока, но кроме светодиода зажечь ничего не получалось. Вот, потом дальше, вот, 24 вольта двигатель. 24-вольтовый тоже толку нет. Все это двигатели щеточные. Вот. Так, теперь. Вот это я мудрил тоже. Статор брал со скутера. Перематывал обмотки заново. Делал, вернее, ротор, статор. Делал статор. Магниты сюда пробовал неодимовые. Тоже без толку. Я не знаю, кто силен, конечно, в точных там расчетах и так далее. Возможно, можно сделать генератор самому. Ну, короче, это сложно. Ничего у меня не получалось толком. Он получался большой, громоздкий, а как таковой, ну, вольтаж был, а силы тока не мог я добиться, чтобы сила тока была хотя бы там 100 миллиампер. Чтобы хоть что-то, кроме светодиода, заработало. Единственное, что мне, я в одном из прошлых видео показывал, как сделать генератор. Вот этот вот работает. Если кому интересно, кто не видел, там покопайтесь у меня на канале. Найдете, как его сделать. От него я смог запустить 3-вольтовый моторчик. Ну, через диодный мост и так далее. Он работал. Ну, работает сейчас, валяется. Я уже давно этим не увлекаюсь. Вот. А тут у меня, ну, не то, что на глаза попался. У меня есть 2 запасных двигателя с лазерного гравера. Вот они. Они небольшие, но они шаговые. Так, а другой я не достал. Нет. Ну, они одинаковые, что его доставать. Вот, они шаговые. И я и раньше-то читал уже на форумах, что на ветрогенераторы именно лучше всего ставить шаговые двигатели. Но так как под руки не попадалось ничего, не испытывал. Потом это все у меня ушло уже, эта вся болезнь энергии ветра. Забыл, забросил. Все это уже так валяется. Жалко выкинуть. И еще не пригождалось ни разу. Вот. А это ж теперь двигатель попался. Я решил проверить все-таки, что он действительно может. И вы знаете, результаты меня удивили. Если бы он мне в свое время попался, несколько лет назад, вот, ну, короче, я был бы рад, если бы он у меня был. Итак, на этом двигателе он двухфазный, 4 выхода на обмотках. Так, видно вам, не видно. Красный, зеленый, черный, синий. Вот. Вот мне с Алиэкспресса пришло 2 двигателя, одинаковая расцветка. И на лазерном гравере, которые у меня стоят, движки, та же самая расцветка. И вот, по идее, я так думаю, что маркировка у них одинаковая, расцветка. 2 фазы я соединил, пробовал параллельно соединять. Сила тока, да, увеличивается в 2 раза, но вольтаж уменьшается, ну, вольтаж остается тот же, как одной фазы. И, короче, хуже работает. Ну, приборы от него хуже работают. Я последовательно соединил, намного лучше. Черный с синим соединил, скрутил в кучу, а красный и зеленый у меня выходы. Ну, а дальше элементарный диодный мост. Просто 4 диода спаянных. Тут вы уже знаете, как собрать диодный мост. Постоянный ток делал. Все, ну а тут уже выход. Так. Вот он выход, короче, мой. Я думаю, понятно, что тут никакой... А ну-ка, я сейчас откручу, покажу, что никаких дополнительных конденсаторов, ничего. Просто шаговый двигатель.
и все. Ну, извините, конечно, что у меня оно тут все так скручено на скорую руку. Просто если бы я до сих пор этим увлекался, конечно бы спаял бы и так далее, сделал бы выходы нормальные. А так как уже сильно не интересуюсь, просто пришло в голову, попробовал и решил показать вам. Так, тут сейчас может замкнуть. Сейчас, наверное, настоящие электронщики за голову берутся. Так, вот наши выходы, короче. Что вам показать сразу? Так, показываем сначала вольтаж. Сколько вольт выдает. Как всегда, вовремя собаки гавкают. Так, я сейчас все буду показывать шуруповертом. Ну, вы будете видеть, что... Так, это я его подзамкнул, наверное. Или нет? Да, крутнуть аж не могу. Где он замкнул? Нигде не замкнул. Че я тебя сжал так? Ага, ого. Чуть не навернул движок. Вот это да. Так, все, держится. Куда сжимать? Вот, все нормально. Да, вот, пожалуйста, смотрите. Я его сейчас от руки крутну. Ну, от руки, конечно, не то. Ну, вы... Так, ну-ка. Как видно будет? Я думаю, будет видно. Если он сейчас не упадет. Шуруповертом я буду крутить не быстро. Наверное, видите обороты, что еле-еле крутит шуруповерт. 3 вольта есть. 4, 5. Ну, на всю силу шуруповерта, конечно, 15 вольт выдает. Такого ветер нам не даст. Но я в дальнейшем покажу, как дальше сделать, чтобы увеличить обороты от ветра. Так, сейчас я вам покажу, что он может. Так. Где-то туда. Тестер убираем в сторону. Итак. Лампочка со спиралью. Я даже не знаю, сколько у нее номинал, 12 вольт или 3 вольта. Вот от тех двигателей, которые я вам показывал, щеточных, никогда такая лампочка не загорится. Смотрите, что будет сейчас от этого мотора. Видите, она загорается. Даже от руки. Ай, елки, отсоединилась. Ну, короче, она работает. Ну, это мизер, что она может. Вот этот двигатель. Сейчас я вам покажу на другой. Так, это нет, это потом. Вот, 12-вольтовая лампочка с автомобиля, с подсветки. По-моему, это с салона подсветка. Так. Тут уже от руки я не смогу показать. Шуруповерт ставить. Шуруповерт стоит. Так, как тебе бы... Как же я делал, чтобы у меня получалось двумя руками все это делать. Смотрите. Двенадцативольтовая лампочка горит. На ней номинал, по-моему, не написан. Она работает. Да, что-то написано, ну ладно. Не буду время ваше занимать. Так, а вот эта вот лампочка 24 вольта. 0,9 ампера. Я не знаю, навряд ли. Так, как вам показать, где почище написано? Вот здесь. Пожалуйста, смотрите, если вам будет видно.
24 вольта, 9 миллиампер. 90 миллиампер написано там. Подключаем и смотрим. Это лампочка с электрического щита, с подсветки. 24 вольта. Вот, она работает. Так, ну я даже не буду вам показывать, как работает 3-вольтовый двигатель. Вот 12-вольтовый. С вентилятора. Обычный двигатель. Смотрите. Видите, он работает. Крутится. Смотрите, чтобы он крутился, нужны не такие уж большие обороты. Сейчас я его строну на больших оборотах, а потом сбавлю обороты, а он будет крутиться все равно. У этого мотора силы хватает крутить 12-вольтовый моторчик. Так, вот теперь такой же самый двигатель. Это вот с этого вентилятора, с такого вентилятора, пожалуйста. Это тот же самый. Сейчас я вам покажу, как он крутит. Конечно, не в полную силу он крутит, но все-таки это что-то. Это намного лучше, чем мне раньше попадалось в руки. Так, ну ты не упадешь. Вот такой вот моторчик. И в соотношении я вот на Алиэкспрессе смотрел ветрогенераторы, именно генераторы для ветряка. Стоимость их такой мощности на порядке выше, чем этого моторчика. Он стоит, я не помню, в районе 500 рублей, по-моему, такой моторчик. Там есть в 2 раза больше, в 2 раза шире. Там этих моторов какие хочешь. Я уже задумался, а не заказать ли мне что-то помощнее. Может и правда опять заболею этими ветряками и сделаю. Так, а теперь я вам дальше покажу, как же нам увеличить обороты, чтобы от ветра были большие. Для этого у меня есть редуктор с маленькой болгарки. Бронзовая втулка на вал одевается, штопорится. Здесь также просверлена и нарезана резьба с болтиком. Я не знаю, перед камерой вам, конечно, не видно будет. Вот эту точку видно будет или нет. Смотрите, за один оборот по этой стороне делаю 1 оборот, здесь делает 3 оборота. То есть в 3 раза быстрее будет крутиться. И потом я еще вам объясню, почему вот это угловое соединение как ничто лучше подходит для ветряка. Так, все встало. А, елки. Да что-то.
Опа, готово. Видите, я от руки уже даже могу крутить двигатель. А сколько я тут смогу сделать оборотов? Ну, один максимум за один. А двигатель крутится. Так, а теперь я вам покажу. Ну, покажу. Так. Тут вал я не замерял, наверное, на 14. А в дреле на 13 патрон, поэтому зажать я его не смогу, но показать, как крутить, смогу все равно. Вот так вот, если прижму. То есть, видите, да, дрель не сильно-то и крутит, а обороты двигателя, генератора нашего уже и не маленькие, в 3 раза больше. Сейчас я попробую по-тихому покрутить. Не знаю, видно было ли вам, но мне видно, что здесь обороты очень малые, а двигатель крутится. Так, а теперь же надо вам дальше. Все это можно разъединять. Короче, что хотел, показал, рассказал. А сейчас расскажу, как я делал ветрогенератор. Ну, уже, то есть наверху, на мачте, чтобы он не крутился вот так с двигателем вместе. Потому что тут надо делать отдельные контакты. Короче, муть. Вот. Все устройство. Сейчас я вам покажу. Так, это тоже я уберу. Все уберу. Отсюда, чтобы не мешало. Вот оно, наше устройство, то, что нам нужно. Можно сказать, готовый уже блок полностью к установке. Двигатель крепите на мачте, как он есть. Тем более тут, ага, тут под болты, по 4 болта есть место, все. Вот. Дальше. Винт. Винт сюда. Какой-то там, вот типа такого вот пропеллера, он не пойдет. Он не будет крутиться от ветра. Это надо его делать 3-метровым, чтобы он крутился. Винт нужно, скорее всего, делать, как на самолете, крыло. Двухлопастной в форме крыла, чтобы аэродинамика соблюдалась и так далее. Это легко найти в интернете, на сайтах везде. Полностью рисунки, углы и так далее. И он у вас будет крутить. Я не нашел свой винт, который у меня был, который крутил вот эту вот бандуру. Он даже ее срывал, когда у меня здесь стояли эти неодимовые магниты. Метровый винт, то есть по полметра каждая лопасть у меня была, 2 лопасти. Легкий ветерок, он его срывал и крутился. Но я же говорю, единственное, что кроме светодиодов ничего поджечь было нельзя. А это хорошая штучка. Для ветрогенератора самое то. Тем более, смотрите, какой он маленький. А если выписать большой, то он будет выдавать вам и соответствующую силу тока. Напряжение, возможно, останется тоже, а сила тока будет больше. Вот так. И опять же, на этом редукторе есть болты для крепления. То есть обязательно надо делать планку и хвост. Вот. Чтобы винт был постоянно по ветру. Это понятно. Если вы делали ветрогенератор, вы знаете, что без хвоста не обойтись. Вот. А просто я вам хотел показать, что вот этот вот узел с болгарки, это то, что нужно для ветрогенератора. Не надо там с большой внутри, с маленькой болгарки. В любой мастерской вам его, обратитесь, и так дадут, по-моему, продавать даже не будут. И все. И будет он у вас вот так крутить. Мотор стоит, пропеллер крутит, электричество идет. Конечно, лампочки у вас в доме гореть от этого не будут, но главное процесс изготовления.
А когда сделаешь, тогда уже и неинтересно. Так, ладно. Все, наверное, что хотел, рассказал, показал. Кому понравится, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Что придет в голову, еще покажу, расскажу. Все, всем пока.